Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. Зима в том году в лесах Монтаны не просто пришла, она обрушилась. Воздух застыл, превратившись в колючую взвесь ледяных кристаллов. Термометры в охотничьих хижинах замерли на отметке -40. Деревья трещали от мороза, словно кости великанов, а небо, выцветшее до белизны, сыпало бесконечным снегом, который скрывал под собой не только тропы, но и саму надежду на выживание. Даже опытные рейнджеры, знавшие эти края как свои 5 пальцев, предпочитали оставаться у каминов, слушая, как воет в дымоходах голодный ветер. Именно в эту ночь Карл Беннет решил, что пришло время избавиться от балласта. Беннет не был охотником или лесником, он был дельцом. В его понимании золотистые ретриверы были не друзьями человека, а товаром. Но рынок перенасытился, щенки из последнего помета оказались слишком хилыми, а кормить их лишнюю неделю означало уходить в убыток. Глядя на скулящую кучу золотистого пуха в картонной коробке, он не чувствовал ни жалости, ни сомнений. Для него это были бракованные детали. Свернув на просеку, где заканчивались владения людей и начиналась безмолвная территория скалистых гор, Карл заглушил двигатель. Пар из его рта смешивался с выхлопными газами. Он вытащил коробку, бросил ее в глубокий сугроб у края леса и быстро уехал, даже не оглянувшись. Хруст снега под шинами его внедорожника стал последним звуком цивилизации, который слышали щенки. К утру мир вокруг коробки превратился в ледяной склеп. 4 щенков застыли навсегда, отдав свое тепло пространству, которое было слишком огромным для их крошечных тел. Но в самом низу, под неподвижными тельцами братьев и сестер, теплилась жизнь. Самая маленькая и слабая девочка, которую Беннет считал нежильцом, выжила благодаря инстинкту, древнему, как сама природа. Она зарылась в самую глубь, используя мертвых, чтобы остаться живой. Ее дыхание было едва заметным паром, сердце билось медленно-медленно, словно считая последние секунды. На рассвете, когда первые лучи холодного солнца коснулись верхушек сосен, к коробке подошла Аура. Аура была легендой среди местных биологов. Крупная статная волчица с мехом цвета грозового неба, она возглавляла стаю вместе с матерым Тором. Ученые из проекта мониторинга знали, что несколько недель назад Аура потеряла своих первенцев из-за внезапной вспышки инфекции. Ее соски все еще набухали от молока, а в глазах застыла тоска, понятная любому существу, познавшему утрату. Она принюхалась. Запах смерти был ей знаком, но среди него пробивался тонкий, еле уловимый аромат молока и живого тепла. Аура оскалилась, готовая к встрече с врагом, но, заглянув в коробку, замерла. Вместо еды или угрозы она увидела маленькое существо, которое, почувствовав присутствие другого живого тела, слабо пискнуло. В этот момент случилось то, что наука называет ошибкой инстинкта, а поэты — чудом. Вместо того, чтобы сомкнуть челюсти на хрупкой шее, Аура аккуратно, почти невесомо, подхватила щенка за загривок. Она несла ее 3 мили по глубокому снегу, обходя капканы и поваленные стволы, пряча драгоценную ношу от ветра в своей густой шерсти. Логово встретило Ауру настороженным рычанием. Тор, массивный самец со шрамом на морде,
поднялся, почуяв чужака. В мире волков все, что не принадлежит к стае, либо добыча, либо враг. Но аура преградила ему путь, опустив щенка на подстилку из сухой травы и мха. Она зарычала. Не так, как на врага, а предупреждающе, как мать, защищающая дитя. Тор несколько дней не подходил к щенку. Он наблюдал, как это нелепое, ярко-золотое существо пытается ползать по пещере, как оно прижимается к боку ауры и жадно пьет молоко, предназначенное для волчат. Другие члены стаи тоже были в замешательстве. Но авторитет ауры был непререкаем, а щенок вел себя странно. Она не пахла страхом. Она пахла их матерью. Ее назвали Луной. Имя дали люди, наблюдавшие за ней через объективы камер, но для стаи она была золотой. Луна росла. Она была медленнее волков, ее лапы не были такими мощными, а челюсти — такими сокрушительными. Но она компенсировала это невероятной настойчивостью. Она научилась выть. Ее голос был выше и звонче, чем у остальных. Он разрезал ночную тишину, словно серебряная нить. Она не лаяла. Домашний пес внутри нее уснул, уступив место лесному зверю. Она бегала с молодняком, училась читать запахи на ветру и спала, уткнувшись носом в шею ауры, которая вылизывала ее золотистую шерсть с той же нежностью, что и своих сородичей. Марина Волкова, ведущий специалист по поведению хищников, едва не выронила кружку с кофе, когда просматривала записи с фотоловушки «Сектор-4». «Этого не может быть», — прошептала она. На экране монитора среди серых теней сосен мелькнуло яркое пятно. Золотистый ретривер, припав к земле в классической охотничьей позе, вместе с 2 годовалыми волгами преследовал оленя. Она двигалась синхронно с ними. Она была частью механизма. Случай стал сенсацией. Фотографии золотого волка Монтаны облетели мир. Но пока ученые восхищались адаптивностью видов, зоозащитница Елена Карпова начала свое расследование. Она знала, что ретриверы не падают с неба. Проверив базы данных заводчиков и сопоставив даты сильных буранов, она вышла на след Карла Беннетта. Елена была из тех людей, которые не отступают. Она нашла свидетелей, нашла пустые клетки на заднем дворе Беннетта и, наконец, добилась того, что полиция провела обыск. В его гараже нашли ту самую картонную коробку, вторую из набора, в которой все еще лежали волоска золотистой шерсти. Суд был скорым и показательным. Беннет пытался оправдаться естественным отбором, но под давлением общественности и улик получил максимальный срок за жестокое обращение с животными и пожизненный запрет на любую деятельность, связанную с питомцами. Прошло 2 года. Луна превратилась в прекрасную собаку, чья мускулатура и повадки были абсолютно дикими. Но биологи понимали, природа — жестокая мачеха. Золотистый ретривер не обладает иммунитетом волка, его суставы не рассчитаны на десятилетия такой нагрузки, а отсутствие страха перед людьми могло стать для нее смертным приговором. Один случайный охотник, увидев собаку в лесу, мог выстрелить просто из любопытства.
было принято трудное решение об изъятии. Операция была ювелирной. Луну усыпили дистанционным транквилизатором, когда она отделилась от стаи во время отдыха. Когда вертолет поднимал сетку с обмякшим телом, Аура вышла на край скалы. Она не нападала. Она стояла неподвижно, глядя в небо, и ее долгий протяжный вой заставил пилотов прибавить скорость. В этом звуке было слишком много человеческого горя. Луну перевезли в центр реабилитации Елены Карповой. Первые месяцы были адом. Собака отказывалась от еды, забивалась в угол вольера и смотрела на людей глазами, в которых не было и капли домашней преданности, только холод и тоска по лесу. Она не понимала мисок, ковров и ласки. Она ждала свою стаю. Через полгода произошел инцидент, который не вошел в официальные отчеты, но остался в сердцах всех сотрудников центра. Ауру, которая стала проявлять чрезмерную агрессию к людям и часто подходила слишком близко к поселениям, будто ища кого-то, решили переселить в отдаленный заповедник, путь в который лежал через ветеринарный блок приюта Елены. Клетку с волчицей выгрузили на платформу для временного осмотра. В это время Луна находилась в открытом вольере за двойной сеткой. Мир словно замер. Луна, которая до этого часами лежала неподвижно, вдруг вскочила. Ее ноздри затрепетали. Она не залаяла. Она издала странный гортанный звук, смесь скуления и того самого серебряного воя. В ту же секунду Аура в своей клетке рванулась к решетке, раздирая когти о металл. Елена, рискуя всем, разрешила подвести Луну к клетке. Между ними была стальная сетка, но она не значила ничего. Золотистая собака прижалась лбом к прутьям, а серая волчица замерла, закрыв глаза. Аура начала вылизывать морду Луны сквозь ячейки сетки, точно так же, как она делала это в ту морозную ночь в Монтане. Это была не просто встреча животного и его приемного родителя. Это был разговор двух душ, которые нашли друг друга вопреки всем законам биологии. Луна не вернулась в лес, но и не стала обычной собакой. Она осталась связным, существом, живущим на границе двух миров. Она стала помогать в реабилитации других травмированных зверей, проявляя ту же невероятную эмпатию, которую когда-то подарила ей Аура. Эта история, начавшаяся с человеческой жестокости, закончилась триумфом жизни. Она напомнила нам, что кровь определяет вид, но только любовь определяет семью. В суровых лесах Монтаны, где мороз убивает все слабое, две души доказали: тепло сердца способно растопить даже 40-градусную стужу. И иногда самое дикое сердце оказывается самым милосердным.